Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и даже отдых в Турции по системе «Все включено». Сегодня нас ждет выезд из отеля, и я расскажу вам хитрости последнего дня. Как бесплатно продлить ваш отдых, что можно абсолютно законно забрать из номера, а за что вы получите штраф, и как превратить обычную дорогу домой в настоящее приключение с закатом над Босфором. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Доброе утро всем. Сегодня я ответственная за то, чтобы положить полотенце на лежаки. Сегодня у нас последний день, поэтому нам надо по максимуму покупаться, успеть до 12 и сдать комнату. Так тихо, спокойно, по утрам весь отель еще спит. Видите? Там убирают, ходят, завтракают уже люди. Кстати, завтрак рано. В 7:15 уже можно позавтракать. Поэтому это хорошо для тех, кто рано просыпается, кто любит рано просыпаться. Мы, в принципе, тоже обычно кладем полотенце и потом сразу же идем завтракать. Я не знаю почему, но на отдыхе я не могу долго спать, хотя я любитель поспать очень долго. Но вот все дни, которые мы здесь, я встаю в 7:30 сама по будильнику. Точнее, без будильника встаю. Представляете, будильник у меня на 8, но я встаю в 7:30 сама. Не знаю зачем, ну, и иду. Обычно мужа бужу, иду лежаки занимать, но сегодня без мужа сама. Давайте посмотрим, что тут у нас свободно на нашем старом месте. Второй ряд, смотрю, уже занят. Да и третий тоже, ничего себе. Сегодня, смотрю, много людей. Кстати, вчера, мне кажется, приехало много турков. И поэтому вот так получилось. Ну, может быть, здесь занять. Это последний вариант, который остался. Я заняла нам 4 места. Смотрите, вот так вот, на третьей линии, потому что все остальное занято. Ну, вот было 2 лежака. Но уже здесь не буду занимать. Пойду своих будить, потому что уже как бы к 8 дело. Вот женщины тоже еле нашли лежаки себе. Смотрите, как убирают здесь все. Прям под лежаками все вытирают. Молодцы, правда. Прям не перестаю удивляться чистоте. Сколько вижу, как все труд. А это происходит постоянно. Ну, я имею в виду, в течение дня, конечно, тоже, но с утра обязательно. Вот постоянно труд в таких местах, в которых я бы даже не посмотрела. Так, бассейн уже открыт. Вчера был закрыт бассейн с горками. Я не знаю, что случилось. Не могу вам точно сказать. Возможно, тоже, что и с большим бассейном позавчера. Поэтому, может, на сегодня нам нужно успеть еще и на горке. Не знаю, посмотрим, если Мира захочет. Давайте посмотрим, какое море сегодня. Море сегодня волшебное, как и вчера. Штиль полный. Смотрите, какая красота. Хоть здесь и каменисто-песчаный берег, но из-за этого море чище, мне кажется. Когда один песок, не такое чистое море. Видите, здесь песочек, а там большие камни. Ну, в принципе, водичка каменисто-песчаная такая, знаете. С рыбками мы наплавались и вчера тоже. Я не знаю, что там по кадрам получилось. Как везде стоят мусорники, вот такие штуки для того, чтобы можно было стаканы оставлять пустые. Ну, кто хочет убрать, да, ну хотя ходят постоянно, убирают стаканы. То есть вот вы возле лежаков, если на столик поставите, то пустую посуду сразу забирают. Ну, не сразу, конечно, но периодически забирают. Либо же можно вот так вот отнести самим, убрать. Поэтому, в принципе, это не проблема. Сейчас я вам покажу еще раз, как выглядит отель. Территория, конечно, здесь небольшая, вот это и все, да, то есть такой бассейн большой один, потом маленький с горками, детский бассейн и вот такой большой корпус. Ну и, как вы видели, пляжик, поэтому вот так. Ну, номеров здесь немного, поэтому и в отеле, знаете, не супер много людей, но места хватает, кстати. Либо отель не заполнен, не знаю, но везде хватает места. И только вчера вот на ужине, вчера, кстати, была суббота, вчера на ужине прямо в ресторане был такой аншлаг. То есть столик мы нашли с трудом, но это впервые за 3 дня здесь. Я думаю, это потому, что все-таки выходные и, видимо, больше людей. Вот еще, видите, столик стоит. Больше людей на выходные приезжает. Потому что, как я уже сказала, я заметила, что вчера прибавилось турков. Хотя здесь одни европейцы вообще. Здесь наших нету никого, русскоговорящих, имею в виду. Украинцев тем более. Ну, украинцы сюда и не доедут, конечно. Здесь неудобное такое расположение этого курорта. Смотрите, как красиво. Кстати, написано на столах «не курить».
Это только на этой стороне, где такие диванчики. Я думаю, чтобы диванчики не прокуривали. Здесь курить можно, и курящих здесь полно, конечно. И это плохо. Так вот. Здесь вот завтрак. Сейчас я своих буду будить. Вот это хамам. Мы здесь были на массаже с вами. Не с вами, точнее, с мужем. Сейчас я разбужу своих. Можно на лифте подъехать. Но у нас, в принципе, этаж выше, поэтому растрясу немножко килограммчики. Так, все проснулись. И мы пришли завтракать. Сейчас посмотрим, что здесь у нас интересного на завтрак. Как обычно, с этой стороны салаты, закуски. С этой стороны кашки всякие для детей, сыры, выпечка. Выпечка стандартная всегда. Турецкие бюреки, как я вам уже и показывала, в принципе. Давайте посмотрим, что сегодня из горячего делаем. Омлет, наверное, с сыром и овощи я там вижу. Да, вот видите, здесь начинки такие. Яичница. Давайте, пиши там, да, или что это? О, возьми себе, Мирон. Пиши. Это такое тесто жареное вот по фритюре, смотрите, как делают. Ну, как типа пончики, только по-турецки. Можно и так сказать. Даже дырочку сделали. Как жарят. Прикольно. Здесь сосиски. Здесь можно хлебушек поджарить тостерный. С сыром, с колбасой. Здесь у нас что? Здесь каша овсяная всегда. Пищевая растет. Картошка фри. Здесь омлет, видимо. Яйца такие тоже. Скрамбл называется. И обычные вареные яички, как всегда. То есть, смотрите, как их интересно в красную чечевицу разложили, чтобы они там не бултыхались. Логично. Давай. Так, давайте по сырам пройдемся, хотя тоже вам показывала. Пленкой накрыли специально, чтобы мухи не кусали эту еду. Так, сыры такие. Короче, это один и тот же сыр в разных таких формах. Просто есть такой еще желтый твердый сыр, мягкий сыр. Вот такой сыр типа творога, но это не творог. Сырная маска. В общем, по сырам тут выбор хороший, большой. Моцарелла, такая колбаска, другая колбаска, такая колбаска и оливок тут тоже. Мне кажется, достаточный выбор, хотя я ем только черные. Вот такие вот оливки, даже есть с перчиком, с начинкой. Мира, как всегда, у меня завтракает хлопьями. Ну, еще она взяла себе пищи. Иногда блинчики берет, и все, в принципе. Вот так вот брать ребенка. Вот и все включено, чтобы она ела только макароны на обед и хлопья на завтрак. Ну, я не знаю, когда этот возраст пройдет, что она будет все пробовать, но не сейчас пока. Ты такие делаешь? Что такие берешь? Лукум не хочешь? Лукум потом не хочешь или варенье еще можно добавить? Видите, здесь есть лукум. Печеньки всякие, варенье, вафельки, вот мед. Это варенье, наверное, тоже розовое, кстати, возьму. Тоже себе. Вот такие вот варианты. Муж мой ждет очередь тост сделать. А мы пока здесь. Я еще себе ничего не взяла. Так, посмотрим, что тут не делают. Evet aşkım ne yapıyorsun? Tost yapıyorum. Hadi bakalım. Так, хлебушек кладете. Mangalarımız olduğu için. Да, он говорит, Маму. профессионал в этом, ну он любит просто тосты. Ну и вот сыр для тостов и колбаса здесь отдельно, еще можно кетчуп, майонез себе добавить. Вот так вот. Окей. Biraz da çeçil peynir koyalım. Ну что, взял другого сыра. Короче, сделать сейчас тебе здесь вкуснятину. Здесь уголок, где можно взять напитки. Смотрите, с автомата здесь всегда, в принципе, везде. По территории отеля можно взять воду, соки разные. Яблочный, есть апельсиновый. Но мы сейчас будем готовить кофе. Можно сделать вот турецкий чай такой. Сейчас
Сейчас я нашему папе чай возьму, а мы сделаем кофе. Бабушке Лене 1 сахарок надо. Вот такой у меня сегодня завтрак. Взяла здесь варенье разных. Сырно-маска, варенье инжирное, варенье абрикосовое. И еще вот это, наверное, из лепестков розы, я не знаю. Точно еще не пробовала. Одну вот такую пищи. Это в тесто обжаренное в масле. Сыры и омлет. И овощи, огурцы, помидорки. И кофеек сделанный. Мира тоже ест пищи в шоколаде. Приятного аппетита, зайка. Сейчас Мира возьмет полотенце из спа-центра. И мы пойдем еще поплаваем в бассейне, пока нас не выселили. Время у нас еще есть до 12 часов. Мы уже залезли в бассейн, но я еще попозже чуть-чуть зайду. Видите, пока утро, то не особо еще много людей в бассейне. А я пока хочу взять себе коктейльчик и немножко тут пройтись по территории отеля. Может, попрощаюсь с отелем, так сказать. У нас есть время ровно до 12, чтобы наплаваться и насладиться солнышком напоследок. В полдень обычно выселение во всех отелях, это как бы стандарт, но у меня для вас есть такой один совет, чтобы не переплачивать за поздний выезд. Многие туристы думают, что после сдачи ключей от номера их отдых заканчивается, то есть все, вы ничего не имеете права делать, там как бы все, выходите за территорию отеля, делайте что хотите, но это вообще не так. Вы можете сдать номер в 12, и в большинстве отелей 4 и 5 звезд браслеты вам никто при этом не срезает. Чемоданы оставляете в камере хранения на ресепшене и можете спокойно купаться и отдыхать дальше. Ну а чтобы привести себя в порядок после купания и перед дорогой, просто идите в спа-центр. Многие боятся вообще туда заходить, думая, что там все платно. Но на самом деле хамам, сауна и душевые обычно входят в бесплатную концепцию отеля. Платить нужно только там за массаж и какие-то дополнительные услуги. Так что смело пользуйтесь, полотенце, душ, фен, все к вашим услугам, чтобы выйти из отеля чистыми и отдохнувшими. Ой, какой у меня сегодня тут сервис. Муж принес мне коктейль, наверное, уже последний в этом отеле, прямо в бассейн. Так что я сейчас делаю буквально пару глоточков, и мы идем в номер собираться, потому что уже нужно скоро вывести чемоданы и сдать карту от номера. Ну и последнее прощание с морем Эгейским, потому что мы живем в Стамбуле. В Стамбуле у нас мраморное море, и там мы в нем не купаемся. Вот ездим на такие курорты отдыхать. Ну что, буквально без 10-12, и сейчас будет выселение, поэтому нам нужно проверить, ничего ли мы не забыли. Кстати, часто спрашивают, что же можно законно забрать из номера на память, так сказать. Смело берите пакетики с чаем, кофе и питьевую воду в бутылках, которые стоят в номере. Мы уже забрали чаек, потому что ни разу так им и не воспользовались. Еще можно брать одноразовые тапочки, наборы для шитья, шапочки для душа и мини-шампуни. Их отель обновляет для каждого гостя, поэтому это, можно сказать, ваше. А вот отельные полотенца, халаты, покрывала, подушки – это собственность, конечно же, отеля. Их брать ни в коем случае нельзя, даже если вдруг вам очень хочется. За это отель может выставить вам штраф на ресепшене при выселении. Берите только то, что расценивается как расходники. Сейчас оставим чемоданы в машине, чтобы уже не оставлять их на ресепшене, и пойдем на обед. Так, ну все, мы ждали ключи от номера, положили багаж свой в нашу машину. Но если у вас нет машины, если вы не на машине, можно оставить там в комнате хранения, пока вы идете на обед. Как видите, браслеты у нас никто не срезал, об этом даже речи не было, можете вообще их увозить домой. И мы сейчас возвращаемся, чтобы пообедать и потом уже выехать в дорогу. Мы надолго задерживаться в отеле не будем, поэтому мы как бы переоделись уже в дорогу, а не остались купаться, как я вам советовала. Потому что нам еще предстоит дорога на машине до Стамбула, и нам нужно успеть на вечерний паром, чтобы не делать огромный крюк по суше. Поэтому сейчас, пока еще обед не начался, возьмем здесь в баре что-нибудь прохладное и подождем, пока начнется обед. Я взяла себе коктейльчик и пойду на балкон отеля. Тут такой есть панорамный вид. И попрощаюсь, так скажем, с нашим отдыхом. Он закончился. Конечно, быстро пролетело время. Вроде бы как мы здесь были 3 дня и 4 ночи. Ну, я бы еще, честно говоря, осталась бы, наверное, на 1 ночь, чтобы уже, так скажем, дожать этот отдых. Но дольше оставаться, в принципе,
скучно было бы в отелях. Мы вообще не любим особо такой отдых, мы больше любим какие-то активные путешествия. Но все равно спасибо этому отелю за гостеприимство, за чистоту и за то, что мы смогли так классно, хоть и недолго отдохнуть. Мы пришли на обед. Видите, браслеты не срезали, номер мы сдали. Сейчас будем, не знаю, смотреть. Сниму вам сладости, пока они еще свеженькие, не порезанный арбуз, как всегда, фрукты. Да, красивый торт такой. Пирожные здесь. Так, турецкие сладости, как обычно, такие разные пироженки турецкие. Что здесь еще вкусненького? Это я даже не знаю, похоже на тыкву. Есть вообще такой турецкий десерт из тыквы. Возможно, это он. Очень все красиво. Видите, какая красота. Пойдемте посмотрим, что здесь на горячее. Все, конечно, в первую очередь туда идут, и это правильно, потому что, единственное место, где есть очередь, это горячий цех. Могут просто разобрать быстро, поэтому все, конечно, сюда рвутся. Так, здесь у нас сегодня сате из курицы, рыбка красная. И при нас здесь делают, это, наверное, сате из курицы делают. Такая красота. Макарошки, как обычно. Такая вот красота. Сейчас тоже возьму себе рыбку. Я еще решила взять себе вот такую курочку. Какая-то в соусе. Не знаю, выглядит вкусно. Попробую. Хотя рыбу с курицей мешать, конечно, не очень, но ничего не поделаешь. Так, здесь у нас, смотрите, салаты. Можно собрать самим. Можно взять готовые. Сейчас тоже, наверное, возьму какой-нибудь готовый салатик, но на другой стороне. Вот такой греческий салатик есть. Там с луком салат есть. Так, много людей, не буду здесь останавливаться. Давайте посмотрим закуски. Так, здесь сыры у нас. Вот что-то вкусное. Ага, молодец. Это фасоль. Мира, смотрите, тортик себе взяла. Красиво. Ой, я возьму себе такие баклажанчики. Это очень вкусно. Да, вкуснятина неимоверная. Bunu alacağım mı? Çok güzel. Манджи. Ага, Анджи. Так, здесь салат с йогуртом. Ну, такой я не очень люблю брать на шведском столе. Здесь вот наш оливье. И здесь прям со льдом это масло, чтобы не растаяло. Такая красота. Давайте здесь еще посмотрим. Перец, сыр, картошка. Ну, это все закуски, все холодное. Ну, вот такая у меня получилась тарелочка. Сладости попробовать взяла. Арбуза много взяли. Ну, что-то вообще набрал мало, смотрю. Bu kadar mı aldın aşkım? Hiçbir şey almadım. Evet. Сегодня он не хочет кушать, удивительно. В мире стандартный набор, картошка фри, да, и все, Мира. Кусочек рыбки, да? И салатик, хорошо. У мамы тоже, в принципе, такой же набор. Что вы все такое набрали? Вот закуски вкусные. Я вот такую тарелку себе. Большой салат и рыба. Я стараюсь углеводы не есть в отеле. Afiyet olsun herkese. Я попросила сотрудников срезать браслеты специально для того, чтобы снять шортсы или рилс. На самом деле браслеты в Турции практически никогда не срезают. Они остаются с вами аж до самого дома. Kolay gelsin. Bye-bye, otelimiz. Bay bay. Kolay gelsin. Giderken kapıyı hemen açıyorsun, gelince hemen açmıyorsun ama. Kolay gelsin. Сразу двери, когда въезжают, сразу не открывайте, а как выезжают, так сразу открывают. Вот и все. Прощай наш отдых формата «Все включено». Под прошлыми влогами из отеля вы оставили просто гору вопросов, и я хочу ответить на них, так что не переключайтесь, в конце этого видео все расскажу. Как бы ни было здорово отдыхать овощем у бассейна, в дорогу я всегда собираюсь с легким сердцем. Я обожаю путешествовать на машине, а по Турции ездить это вообще отдельное удовольствие. Дороги здесь отличные и красивые пейзажи за окном, конечно, тоже радуют.
Наш отель находился недалеко от Измира, между Измиром и Кушадасы, так что ехать до паромной переплавы нам предстоит около 5 часов. И знаете, если честно, все включено, это на самом деле не наш любимый формат отдыха. Сидеть на месте и быть привязанным к отельному расписанию – это точно не про нас. Но в этот раз отель был выбран осознанно для короткого семейного отпуска. И для этой цели он, в принципе, подошел просто идеально. Не нужно думать о готовке, уборке, все расслаблены и довольны. Но впереди этим летом нас ждет еще одно настоящее большое путешествие с дорогой и красивенными местами, так что не пропускайте. Мы на пароме, это тот самый путь из города Ялова до Стамбула, который экономит кучу времени и нервов. Не нужно объезжать весь залив по суше в пробках. За что я люблю Стамбул, простая переправа превращается в полноценную морскую прогулку. Посмотрите, как здесь внутри, очень просторно, комфортно, мягкие кресла, а главное, есть отличный кафетерий. Мы сразу взяли по стаканчику ароматного кофе, но долго сидеть в салоне просто невозможно, потому что самое интересное, конечно же, ждет снаружи. Выходим на такой балкончик, на палубу и посмотрите на эту красоту. Солнце садится, окрашивая небо и воду в невероятные золотые и янтарные тона. А на горизонте уже начинает проступать силуэт нашего любимого Стамбула. Величественные минареты, легендарный Босфор, и это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты возвращаешься домой после короткой передышки. В такие моменты понимаешь, что дорога домой может быть не менее прекрасной, чем сам отдых. Ну что, дорогие мои, мы уже дома, пару дней как. Хочу ответить на вопросы, которые часто задавали под влогами из нашей поездки. Самый частый вопрос был это про название отеля. Несмотря на то, что я неоднократно повторяла название отеля в каждом видео. Кроме этого, название отеля всегда написано в описании под видео, но все равно почему-то спрашивали название отеля, при этом с такой, знаете, претензией, типа... Сложно написать название отеля. Как бы кто-то даже написал, что есть такое правило, что нужно в названии, прямо в видео обязательно написать название отеля. Когда я делала именно обзор отеля, то, естественно, я в названии указала этот отель. Но все мои остальные видео вообще не об отеле. Как бы одно из видео я сняла вам с заселением, где как бы инструкции дала, которые подходят для любого отеля, не только этого. Это видео с выселением. То есть, понятное дело, что в названии я не вижу смысла указывать отель. Посмотрите в описании под видео, если кому-то нужно. Ну, повторю еще раз. Отель наш назывался Notion Kesre Beach. И находится он между Измиром и Кушадасы на Эгейском побережье. Конечно, не очень удобно до него добираться, наверное, из аэропорта, я так думаю, не знаю, если честно. Хотя в нашем отеле очень много было европейцев, ну и турки, конечно. Ну вот жителей из СНГ вообще практически не было. Наверное, мы были одни, по-моему, еще от кого-то я слышала русскую речь, и все, в принципе. То есть весь отель, даже анимация в отеле, ну просто не было анимации на русском языке. Они говорили на немецком, на английском, еще на каком-то, на румынском, кажется, в общем-то, вот так вот. Насчет того, стоит ли этот отель, как бы стоит ли в него ехать, учитывая то, что это 4, мне кажется, он очень хорош для 4 звезд. Хотя мужу моему не очень понравился отель, честно скажу. Он даже сказал, что, наверное, туда не вернется. Но мне кажется, что все-таки подпортило вот это первое впечатление на ресепшене, когда, ну, кто смотрел все наши видео, тот знает, что встретили нас там не очень. И нам пришлось еще и побороться за 2-й ключ от номера, что тоже, в принципе, вообще как-то мне не очень понятно. На 4 человек не дать 2-й ключ от номера, пока мы не поговорили с главным на ресепшене, нам этот ключ так и не дали. Хотя, то есть, возможно, это было, но почему-то вот уперлись и нет. Хотя это тоже часть сервиса хорошего, и если вы уж как бы клиентоориентированы, да, то вы должны понимать, что если клиент что-то просит, настаивает, да, может быть, как-то несколько раз просит, то это для него важно, и как бы пойти навстречу обязан каждый отель, мне так кажется. Это не было какой-то сверхзадачей, это не входило в платные какие-то услуги, поэтому вот так вот. Мне кажется, что у мужа подпортилось впечатление из-за этого, поэтому он так сказал. Но на самом деле мне отель понравился. Очень такая огромная им благодарность за чистоту. Везде прям все вылизано, все чисто. И я так понимаю, отель после реновации, потому что все номера с ремонтом и все лежаки новые. То есть вообще в отеле все такое ощущение, что он как бы не застоявшийся. Знаете, есть иногда такие отели, когда заходишь и понимаешь, что отель уже старенький такой, то есть даже не то, что там
какого-то ремонта требует, а просто, что вот уже подустрело все, так скажем, и дизайн, и все остальное. Здесь такого ощущения не было. Мне, в принципе, отель понравился, я могу его рекомендовать. Мне кажется, своих денег он стоит, учитывая то, что это 4 звезды, и он находится на первой линии. Следующая такая проблема, которая обычно взрывает все комментарии, это битва за лежаки в отелях. Мы вставали, как вы видели, каждое утро для того, чтобы занять лучшие шезлонги, и вот многие писали, что, в общем-то, в нормальных отелях такого нет. Но на самом деле это есть, я так скажу, наверное, практически во всех отелях Турции, не считая, может быть, какого-то люкс-сегмента, премиум, так скажем, сегмента, где прямо огромное количество лежаков, и лежаков при этом больше, чем гостей. Если лежаков прям впритык, то это будет по-любому, потому что, почему? Потому что некоторые люди занимают лежаки в 2 местах. И позагорать, например, на пляже или там возле моря, и в тенечке где-то у бассейна. И получается так, что, конечно, на одного человека 2 лежака заняты и так далее. То есть это проблема. Но в большинстве отелей это никак не регулируется. Но отели премиум сегмента, они как бы регулируют это таким путем, что есть специальный человек, который как бы следит за этим. И получается, если видит, что какой-то лежак, ремонт, простите, если вам слышно, у кого-то ремонт. Если какой-то лежак пустует, там больше часа, например, больше 2 часов, то просто они забирают оттуда полотенца. Есть такие отели, я не спорю, но опять же я скажу, что для этого нужен отдельный человек, то есть, естественно, как бы, чтобы поставить отдельного человека, это отелю нужно заплатить за зарплату этому человеку, то есть это все-таки отели такого более высокого класса. Поэтому на ваш вопрос, во всех ли так отелях, я могу ответить, что практически во всех, к сожалению. Но от этого никуда не деться. Да, место вы найдете, то есть это не то, что там прям все лежаки заняты, и все, вы не найдете место. Просто если вы не встанете раньше, не займете лежак, вы, скорее всего, не получите то место, которое вы хотите. Понимаете, в чем дело? То есть вы найдете лежак, но где-то он будет либо на солнце, либо же дальше там от береговой линии или там дальше от бассейна. Мы хотели лежак поближе к бассейну, потому что как бы ребенок купается, мне нужно за ней следить. Я не могу сесть на лежак где-то там на 5-й линии от бассейна, хотя такие были там, да, ближе к морю, можно было там, в первый день мы лежали. Но я как бы не могу там лежать, пока ребенок купается, то есть мне нужно постоянно следить за ребенком. Именно по этой причине мне нужен был лежак в прямой видимости к бассейну. Вот и все. И в тени при этом, потому что я никогда не лежу на солнце, не обгораю, не сгораю, поэтому... Вот такие у нас были как бы критерии, и исходя из этих критерий нам нужно было занимать лежак пораньше, вот и все. Еще один вопрос, который волнует очень многих: давать ли чаевые, кому давать, сколько давать, когда давать и так далее. Конечно же, если у вас есть возможность и желание, прежде всего, то чаевые давать, конечно, в Турции стоит. За что обычно дают чаевые? За хороший сервис. То есть мы, в принципе, придерживаемся такого же принципа. Если нам сервис понравился, мы, конечно же, даем чаевые. Но если не понравился или там, как бы ничего такого не было, да, то сверхъестественного, да, то есть человек не старался, как мы видели, да, то мы чаевые не даем. Есть люди, которые дают чаевые заранее, чтобы у них заранее был хороший сервис, но это не всегда работает, я вам скажу, что иногда берут чаевые, там, те же горничные, но при этом, допустим, не так тщательно убирают вам номер, как хотелось бы, да, то есть такое тоже бывает. Как бы горничным принято давать чаевые, это, естественно, делать каждый день не нужно, то есть вы можете в начале отдыха, например, оставить на кровати там $5 там, или сколько вы можете оставить, $3, $2, да даже $1, как бы это все равно приятно, да. В начале отдыха 1 раз и хватит, то есть не нужно каждый день давать чаевые. Или вот носильщику чемоданов тоже обычно принято давать чаевые, но если честно, я не очень понимаю этого, потому что у них самая такая легкая работа. Отнести эти чемоданы, там на лифте обычно это все делается, чемоданы на колесиках, то есть ничего сложного. Но другое дело, когда этот же беллбой вам с душой, так скажем, как бы вас приветствует, рассказывает вам. Обычно это входит в их обязанности, но это не всегда делают. Кстати, вот в нашем случае беллбой этого не делал. Именно поэтому мы сами потом столкнулись с проблемами в номере, которые пришлось решать именно нам. Но если бы он, допустим, показал нам, что и как работает в номере, он бы сам понял, что карточка не работает, что кондиционер не работает, например, как у нас это было. То есть он бы, как бы, возможно,
посодействовал как-то более быстрому решению этой проблемы, но так как он просто оставил чемоданы и ушел, мы не оставляли ему чаевые, потому что, ну, как бы это входит и так в его обязанности, то есть ничего сверх такого, как бы, естественно, сверх своего того, что он, в принципе, должен делать, он не делал, поэтому чаевые мы не оставляли. Если бы он нам показал номер, там, рассказал, все тут то-то, там, обычно, знаете, что делают беллбои? Показывает номер, показывает, где сейф, как работает сейф, показывает мини-бар, рассказывает, что в мини-баре, как часто он пополняется, этот мини-бар. Ну, вот такие вот какие-то вопросы. Включает кондиционер также обычно, беллбой. Ну, в данном случае у нас этого не было. Ну, в общем-то, это может быть, а может и не быть. Ну вот, если бы это было, если бы он вот так вот рассказал, то я думаю, чаевые бы мы оставили, и это было бы как бы хорошо. Также еще часто оставляют чаевые официантам. И я, в принципе, вам советую делать это тем, кто хочет такой экстра сервис от официантов. Чтобы, например, когда вы приходите на ужин, официант вам принес ваши любимые там вино или что-то, ну, какие-то напитки ваши любимые. Обычно, когда оставляют в таком случае официантам чаевые, то они запоминают гостей, особенно когда хорошие чаевые оставляют, запоминают, какой напиток они любят, и в следующий раз, когда вы придете на ужин, то для вас уже будет, в принципе, готов, может быть, даже и столик какой-то красивый, и напитки на нем, которые вы уже любите. Поэтому, конечно, кто хочет такой экстра сервис как бы для себя, то пожалуйста, оставляйте чаевые, официанты это, конечно, любят. Еще такой интересный был вопрос, точнее, это было скорее мнение, что вот в Турции относятся к европейским туристам лучше. Ну, я как бы не совсем соглашусь с этим. Единственное, с чем я действительно согласна, что почему вот так вот как бы европейцам, возможно, в какой-то степени предоставляется сервис чуть лучше или даже, может быть, где-то в первую очередь. Просто потому, что европейцы всегда, практически всегда дают чаевые. Особенно англичане это любят делать. Ну, насколько я, отдыхая, заметила, да, что делают как бы гости отелей, в которых я останавливаюсь, то я вижу, что действительно англичане прямо щедрые в этом плане. Они действительно оставляют чаевые всегда практически, и они такие общительные обычно, особенно женщины одинокие, да, прям, не знаю, любят они Турцию, любят они отдыхать в Турции и при этом оставлять чаевые. И, конечно же, в этом плане к европейцам, наверное, из-за этого какое-то кажется, что лучшее отношение. Но на самом деле я не заметила к себе никакого ущербного отношения никогда на протяжении всех этих лет. Я уже больше 10 лет в Турции, практически 13. Каждый год мы ездим куда-то отдыхать по несколько раз в Турции, я имею в виду. И никогда я к себе не заметила какого-то ущербного там отношения, потому что я не европейка, там, да, несмотря на то, что как бы не всегда знают, что у меня муж турок, да, то есть все просто, все зависит от вас, мои дорогие. Просто когда вы пользуетесь каким-то сервисом в отеле, ну, неважно где, вообще на всей территории Турции, будьте улыбчивы, будьте приветливы, не с каким-то таким лицом, знаете, там, дайте мне 2 коктейля, как будто вам что-то должны, не нужно так делать, просто улыбайтесь, разговаривайте, пытайтесь, даже если вы не знаете языка, ну, на английском 2 слова, на каком-то другом языке 2 слова, выучите пару слов на турецком, я уже всегда устала это повторять, да, выучите пару слов, например, лютфен, пожалуйста, на турецком, то есть дайте мне что-то, можете добавить лютфен, да, это пожалуйста, и спасибо, тешекюре на турецком. Все ваши там, еще можете выучить мераба, это приветствие, привет. То есть вот вам 3 слова, 3 фразы, и все, вы уже тут будете, понимаете, королем даже без того, чтобы давать чаевые. Вас и так запомнят, с вами и так как бы будет приятно им общаться. Турки любят, когда в их культуру погружаются. Если вы выучите даже пару слов, они будут очень удивляться, будут как бы на вас смотреть совсем по-другому, поверьте мне. И, конечно же, еще раз повторю, все это, пожалуйста, с улыбкой. Просто понимайте, что вы здесь не одни отдыхаете, да, в отелях, я имею в виду, что, конечно, обслуживающий персонал устает, то есть вам ничего не должны, как бы, да, вас обслуживают за ваши деньги, это все понятно, но не нужно к этому подходить так, что вам все должны что-то. То есть будьте все-таки добрее, что ли, к людям, потому что турки очень приветливый народ сами по себе, и если вы будете такими же приветливыми, поверьте мне, вы реально почувствуете разницу, вот 100%. Именно потому, что я всегда приветливая, я всегда как-то вот стараюсь там на турецком с ними, да, я знаю турецкий, конечно, я всегда на турецком с ними разговариваю, они всегда что-то спрашивают, там, откуда я знаю турецкий, то есть какие-то такие вещи, и
приятные разговоры и приятный сервис получаю. Еще такая тема, которую часто поднимают в комментариях. Многие вот утверждают, что сервис и шведский стол в Турции очень испортился за последние годы. Ну, вы знаете, если сказать в целом, то в 4 и 5 звездочных отелях я такого прям сильного ухудшения не заметила. То есть гостеприимство осталось на уровне. Еда тоже, в принципе, разнообразная, вкусная. Как бы, конечно, это зависит от отеля. Опять же, читайте обязательно свежие отзывы, когда выбираете отель. Но другое дело, что, конечно, отдых в Турции подорожал. И теперь просто туристы, видя, какие деньги они платят, они ожидают чего-то большего. Либо же за старые деньги хотят иметь такой же сервис, как был раньше. Но этого, конечно, уже не происходит. То есть за те деньги, за которые вы ездили в Турцию там те же 5-10 лет назад, например, в 5, то сейчас вы можете, например, позволить себе 3-звездочный отель на эти деньги. То, конечно, естественно, что уже там и еда похуже, и сервис тоже похуже. Но если вы готовы платить суммы, которые реальны для сегодняшнего времени, то, в принципе, я не заметила никакого такого особого ухудшения. Напишите, пожалуйста, вы в комментариях, что вы думаете на этот счет, заметили ли вы какие-то ухудшения в сервисе турецком, либо же в еде, которую предлагают на шведских столах в отелях «Все включено». Еще меня спрашивали, какими сервисами турки пользуются для того, чтобы бронировать отели турецкие. Здесь есть несколько сайтов: Tatil Sepeti, Tatil Budur, потом ETS тур еще есть. Ну, это такие самые, я имею в виду, как бы крупные сайты. Jolly тур. В общем, эти все сайты подходят для бронирования отелей. Вот мы обычно так делаем с мужем, так как отели мы все бронируем сами, в принципе, выбираем сами. Мы просто заходим на один из этих сайтов, выбираем там отель, который нам в конкретной области нравится, и потом, когда мы уже знаем, какой отель мы хотим, мы просто смотрим на всех этих сайтах его цену. То есть обычно некоторые сайты делают скидки на какие-то определенные даты, либо же, если платишь определенной картой определенного банка, тоже там бывает рассрочка выгодная и так далее. Ну, короче, это все такие детали для турков. В общем, мы как бы на этих сайтах обычно заказываем. Насчет того, спрашивали еще, доступны ли эти сайты за границей, я, если честно, не знаю. Я знаю, что если вы приедете в Турцию уже отсюда, то, понятно, эти сайты откроются, и вы сможете там заказать как бы этот отель. Насчет оплаты иностранной карты я, правда, тоже не знаю, потому что мы платим турецкой. Ну вот основные сайты я вам, в принципе, назвала. Если вам интересно, можете немножко посмотреть на них больше, как бы информации на эту тему. Но сразу скажу, мне кажется, что для турков отели все-таки дороже, чем для иностранцев. Иностранцы покупают туры там и с перелетами, и с автобусами включенными, то есть со всем трансфером. И как бы им это получается выгоднее, если туркам заказывать просто отель. То есть вот такая вот, да, странная политика, но, к сожалению, это так, и это так было всегда, ну и думаю, что будет продолжаться и дальше. Вот и все, спасибо, что провели этот небольшой отпуск с нами, впереди нас ждет еще очень длинное путешествие, я пока не буду говорить куда, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео, но это будет самый красивый регион Турции, это я вам обещаю. Всем спасибо, что были с нами, всех целую, увидимся в следующих выпусках, пока-пока.